Мы не против этих соседей вообще. Вот так орут все время. С 7 утра бесперестанно живем, как в фильме ужасов. У тебя вообще есть что-то вот человеческое? Есть. Я тебе говорила, что дети больные. То, что они больны, вам в опеке не сказали. Нет. А это что за клинический диагноз F90? У него проблемы с поведением. Он начал биться головой. Дальше будет хуже. Так я поэтому и дома не сижу. Я во все станции, я всю Тулу на уши подняла. Вы сидите, трясетесь. Дети с вами не выживут. И Оксана сама же сказала, что, говорит, я устала от них. Я, говорит, такого не говорила. оставила бы маленькую Вику. Мат-перемат разговаривают, когда Они с мужем. Да, как собаки гавкают. Раз уж мы Сергея коснулись, очень мне интересно понять, как он выживает. Ну вот у Сергея спросите. Сергей, идите к нам, пожалуйста. Добрый день. Вот, казалось бы, что может быть хуже, чем плохие соседи? Много плохих соседей. Нет, это когда ты для кого-то плохой сосед. Пожалуй, действительно, это страшно. Сегодня в нашей студии Лилия Будилина из Тульской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Рассказывайте. Мы 2 года живем, как в фильме ужасов. В нашем небольшом доме на 5 семей поселилась семья с 3 приемными детьми. Они сняли квартиру. И понимаете, вот этот ужас, который у них творится, это невыносимо. С 7 утра, с 6 утра у них постоянно, бесперестанно плачут дети. И это не прекращаясь до позднего вечера. К ним не подходят, я так понимаю, не успокаивают, потому что я слышу, как Танечка плачет, которой вот 6 лет сейчас. Сашенька плачет, там маленькой девочке, там она постоянно на ручках у мамы, как говорится. Вот. Но очень часто плачут по 2, по 3 часа бывают. Без перерыва, Без что ли? перерыва, да. А давно дети у них появились? Сначала появились 2 детей. Когда это было? Это было в 24-м году, в июне, по-моему. 2 детей из этих же? Нет, или другие? это были другие дети, да. Так. Те дети постоянно с самого раннего утра тоже плакали до поздней ночи. Но у тех вообще были крики до 2 ночи, до часу ночи. В сентябре, наверное, в октябре эти дети исчезают. То И есть они прожили-то у них недолго, пару месяцев, да? 3-4 месяца. Так. Да. После этого проходит пару месяцев. В декабре месяце 24 года у них появляется 3 детей. Уже вот эти 3 детей. Таня, Саша и Вика. То есть получается, что они у них живут уже, почти полтора года. Ну, вы нам подробно рассказали на месте, как это происходит. Давайте посмотрим, послушаем, ужаснемся. Двор у нас небольшой, закрытая территория, немного нас всего лишь. Дружим мы с соседями, дружат дети наши. Никаких проблем никогда не было. 2 года назад к нам заехали соседи. И начались у нас крики, оры, маты. Наблюдала такую картину не раз. Ребенок выходит на улицу, орет истерично, родители не успокаивают вообще ее. Ребенок надрывается, орет, внимание привлекает. Выходит у меня соседка, успокаивает, вытирает слезы. Держи, не плачь, давай ты не будешь плакать. Ты не будешь плакать? Так как я постоянно дома, вижу, что она ее и дергает, и окорачивает как-то. Относится очень грубо к детям. Наша кухня над их квартирой находится. Соответственно, я постоянно слышу крики. Таня кричит: мама, мама, мне больно. Часто ей больно что-то, очень часто. Хочется, конечно, чтобы, знаете, был покой. Мы не против этих соседей вообще. Мы просто переживаем, что там происходит с детьми. Слушайте, они реально вот так орут все время? Да. А Это до того, просто как вот до нас добраться, вы куда-то обращались? 4 месяца спустя по весне
У нас одна из соседок решила позвонить, я так понимаю, в органы опеки. Просто позвонить. Пришли к ним, проверили, все нормально. Я тут, значит, проходит месяца 3, звоню в ПДН. Я говорю: здравствуйте, Наталья Владимировна, говорю, вы не подскажете, у нас вот семья живет. Какая-то вот ситуация непонятная, ужасающая. Просто дети орут день и ночь. Она говорит: вызывайте полицию, по факту. Я вызываю полицию, наверное, через неделю. Приехали. Естественно, мы все соседи пишем объяснительные после этих вызовов, потому что им нужно понять, в чем дело. Пишу я, пишу другая соседка. Тут они пишут встречное заявление на меня. Что я их терроризирую, что я им диктую свои правила жизни, что я не даю им покоя, что я выгоняю их из дома якобы. Скажите мне, а как зовут мать приемных детей? Оксана. Оксана. А вы с ней пытались говорить? Вы знаете, прошлой зимой она зашла ко мне. Зашла ко мне и говорит: вот, все думают, что я плохая мать, а у меня дети такие вот больные. Что значит больные? Я не знала, что я взяла больных детей. Я говорю: ну такого не может быть. Ты же их под опеку взяла. На улицу они не выходят во двор. Но вообще странно, что Таня, например, в садик не ходит. Я спросила про садик. Я говорю: а почему ты в садик не отдала ее? На что она мне сказала: я вот ходила в этот садик, там недалеко от нашего дома. Меня туда не взяли, сказали: нет мест. Потом она говорит: у меня Саша вообще больной, ты голову его видела? Он говорит: то и дело бьется. Вы сказали, что эта квартира съемная. Да. А вы знакомы с владельцем квартиры? Ой, у нас есть общедомовой чат, у нас 6 собственников там, вот живет нас 5 человек, 6-я не живет еще. И понимаете, сколько у нас было коллегу вопросов, писем, смс-ок, он ни на что не реагирует. Тут у меня муж позвонил ему, значит, и сказал, что у них в квартире вот это творится, невозможно жить. У нас дети беспокоятся за это, потому что у меня дети уже в истерике тоже. Понятно, что говорит. Он сказал: у меня все нормально, у меня налоги заплачены, они мне платят за квартиру, это у вас с ними конфликт. Все понятно. То есть он не хочет вмешиваться никак? Нет. Мы заглянули у вас как раз, видимо, этот чат домовый. Давайте посмотрим. А кто-нибудь в курсе, что за семья проживает у нас во второй квартире? У нас детская граничит, и каждый вечер мы с ребенком вынуждены слушать крики и мат. Дети постоянно плачут. Ор начинается с 7 утра и не прекращается практически весь день. Сейчас сидим в детской, слышно абсолютно все. Как орут на детей, как орут между собой, как плачут дети. Когда этот ад во второй квартире прекратится? Это невыносимо слушать каждый день. Время 9:20. Ребенок орет без перерыва. Не то что орет, а по ощущениям его будто убивают там. Детей очень жалко. Они плачут просто постоянно. Время 11 вечера, а там постоянный плач. Кто им вообще детей разрешил взять? Завтра буду звонить в опеку. Олег, это невозможно. Выселите их, пожалуйста. Почему мы все мучиться должны из-за этой семьи? Новых квартирантов найдем. Ну, раз такая ситуация, давайте Оксану звать. Мы же точно без нее не разберемся, что там с детьми, почему они кричат, и справляется она с ними или все-таки нет. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот, Лиля, скажи, что ты несешь за бред? Ну, сколько можно терроризировать нашу семью? Ну какой бред? У тебя вообще есть что-то вот просто человеческое? Есть. Я тебе говорила, что дети больные, дети болеют, они нуждаются в лечении. Лечение мне никто не помогает. Я во все двери билась, я тебе говорила. Когда у девочки начинался приступ, я к тебе прибежала. Так. Я когда их привезла, вы знаете, когда в студии, я их привезла детей, забрала их 24 декабря. Они все родные Да, между собой. да. Один папа и одна мама, да? Но маленькая больше, наверное, от его брата. Потому что мама там спала, наверное, с ее братом. Это чей брат? Ну вот, это его отца родного. Потому что вот у девочки Татьяны, и когда вот она все это помнит, маму свою плохую, брата называет, за мной Дима там гонится, мама с ножами. Как так получилось, что вы узнали о том, что дети нуждаются в медицинской Да, почему помощи, их забрали? да еще и Нет. сложной? Да. Когда я их взяла, из детского дома стали с мужем забирать, мне сказали, что вот у Саши неподтвержденный карнистеноз. Но если он попадет в хорошую семью, будет ему операция, то у мальчика будет обычный ребенок, полноценный. Но никто мне вот эти вот заключения из детского дома не давал, что
они какие-то больные. Когда я его привезла, у него начались судороги. Он глазки закатывал, у него были судороги, он вот так вот весь выкручивался. Я сразу начала к врачам обращаться. Они мне сказали, ну не сочиняй ты, мама, это все нормально. Вот в итоге чем закончилось? В итоге он начал биться головой, сильно у него крики начались. Так куда делись те дети, которые были у вас до этого на попечении? А дети, ну, как мы с мужем планировали взять детей, потому что муж хотел. Мы ездили в Архангельскую область за ними. Взяли детишек, нам сделали гостевую. То есть они были у вас на гостевом сроке? Да, да. И И вам их вам- не отдали под опеку? Нет. А почему? Ну, потому что бабушка их не описала отказ, а потом, в общем, бабушка поняла, что дети уедут очень далеко из Плесецка. она И бабушка передумала. забрала их себе. И она там начала теребить опеку. Ну, вы знаете, деревни все друг друга знают. И сделали так, что... Понятно, с теми детьми ясно. А про этих, то, что они больны, вам в опеке не сказали? Нет, нет. Так когда вы ему установили диагноз и какой? Саше вот только недавно установили диагноз, мы отлежали в 6 больницах. У него карнистеноз и еще что-то психическое. Задержка психоречевого развития. Да, с- он на горшок не ходит, ложку С сам не чер- аутистическим спектром, что, собственно, у него и видно. Ну, там органика, по всей видимости, органическое Ложку- расстройство. Там есть и генетические аномалии. И это психиатрический диагноз, с которым надо работать. Его можно компенсировать. Конечно, нормальным обычным ребенком, ну, нормальным, да, обычным, он не будет. Но значительно лучше себя чувствовать, да. А там у всех детей диагноз? Нет, у Тани сейчас тоже стоит, у нее там расстройство, у нее там началась галлюцинация, ее положили, она начинает кричать. А что мне врач сказал, когда я ее стала забирать? Мне врач сказал, беги в опеку и отказывайся от них. Но я понимаю, А это что за клинический диагноз F93.6? Это диагноз, говорящий о том, что ребенок не может социализироваться, у него проблемы с поведением. Но тот набор препаратов, который я вижу, он, ну, мягко говоря, неадекватен. Я бы сказала, что он преступен, потому что очевидно, что, как и двое других детей, мы с Еленой Сергеевной вместе их видели фактически синхронно, как и двое других детей, эта девочка старшая, Татьяна, получает некорректную терапию по некорректно выставленному диагнозу, который однозначно нуждается в консилиумном пересмотре и пересмотре всего алгоритма ведения, потому что ребенок медленно и верно идет к угасанию когнитивных функций. Сейчас она еще что-то понимает, дальше будет хуже. С такой терапией лучше не будет. На самом деле она сейчас путает реальность того, что было в прошлой семье, того, что происходит сейчас, и даже того, что ты с ней разговариваешь. но она вот как вот говорят соседи, начинает кричать, начинает, мне больно, у меня сейчас все так дети орут, даже вот просто сажаешь на горшок или что-то не даешь игрушки, мне больно, Таня, что тебе больно, палец болит. Самое ужасное, что младшие дети, как правило, в семьях во всех, Копируют. они копируют поведенческие паттерны, матрицу поведения старшего ребенка. То, что делает Таня, она делает это не потому, что ее как-то обижает мама, бьет Оксана, не дай бог, или что-то еще. У нее какие-то вот эти волны поднимаются, и идет просто неконтролируемый приступ, те самые крики, которые и приводят в изумление Так а у соседей. Вики тоже диагноз? Нет, ей просто ставят небольшую задержку, но из-за того, что она ростиком маленькая. Подождите, у меня вопрос вот конкретный. Таня может быть дееспособной? Или она Однозначно. может? И никто не будет понимать, что она была нездорова, если только об этом где-то не расскажут. А При вот теперь- условии, теперь- что А в нее Саша? вкладываются. Подождите, нет, А щас- Саша? Саша нет. С Сашей сложнее ситуация, потому что там врожденная аномалия, он будет отличаться. Но насколько интеллект сохранен, я думаю, что сохранен, учитывая, как он манипулирует А вот окружающим. теперь смотри. Вы вообще в курсе, что у мамы, вот у биологической мамы этих детей, что со здоровьем? Вторая группа психического там какого-то расстройства. Это я только узнала недавно. Ну вот слушайте, ну как это возможно? Ответьте мне вдвоем на один простой вопрос. Даже не беря Оксану во внимание, вот то, какая она. Один родитель без поддержки и помощи справится с этими 3 детьми для того, чтобы социализировать их и вылечить? Честно. Нет, не справится.
Так я поэтому и дома не сижу, я во все станции, я всю Тулу на уши подняла. Я с ними справляюсь, но вот эти вот крики, я с ними справляюсь. Давайте посмотрим, как вы справляетесь, потом продолжим разговор. Мы снимаем квартиру с семьей. На руках у меня это самая наша маленькая Викуша. Она вообще с первых дней даже от меня не уходит и не слазит. Постоянно с мамой. Это вот наша игровая комната, где мы постоянно проводим времени, больше всех. Тут вот у нас Танюша спит. Это у меня Танюша вот. Люблю спать, играть. Еще умею качаться. Знаете, как я... Хотите, вам покажу так? И... У меня есть куклы, игрушки. Смотрите, какая у меня кукла. Вот. Это ее самая любимая, которой она не расстается. Как зовут ее? Алиса. Тут у нас спит девочка маленькая, Саша, и мы с мужем. Это у нас вот Саша средний, которому вот 3 года. Это самый такой активный. Если ложишь его спать, он кричит. Когда ему там скажешь, Саша, нельзя, он начинает тоже кричать. Дети у меня, они активные. Одна начинает кричать, другой за ним. Слышимость тут очень большая, и поэтому соседи тут называют, что у нас тут комната пыток. И вот это, и вот это. Нам хочется уже с мужем спокойствия, чтобы на нас вот не клеветали ничего, то, что мы над детьми издеваемся. Детей мы любим. Если бы я бы детей не любила, я бы, конечно, так за них не боролась бы. Скажите, пожалуйста, то есть вы, когда детей забирали, они были здоровы. Вы в итоге прошли врачей, им поставили диагнозы. Вы опеке вопросы не задавали? Нет, я... Они же должны вам помогать в этом. Мне дома уже как проходной двор. Я утром встаю, муж у меня уходит на работу, и в 8 часов утра ко мне приходит ПДН, ко мне приходит министерство. Зачем они к вам ходят? Ну, то, что все жалуются. Вот, Слушайте, вы же понимаете... Они видят диагнозы детей? Видят. Ну? Они сами говорят, что дети сложные. Они вам помочь не хотят с лечением детей? Я их просила, чтобы они мне дали квоту Саши на операцию. Они говорят, а что, у мужа денег нету, 1 миллиона. Запрещают мне с детьми гулять. ПДН мне говорит, я должна сидеть дома, если я буду выходить. Они мне статью дадут. Кто вас пугал, что если вы поедете на Первый канал, то будет совсем плохо? Тульская опека, после вот того, что я написала в передачу, они забрали вчера документы у меня. Она в 4 часа звонит и говорит, все, документы у меня. Теперь я сейчас приеду забирать детей. Я говорю, нас нету дома. Она мне говорит, ну раз ты пошла против нас, значит мы тогда пойдем, дождемся тебя, когда ты будешь дома. Я говорю, я не знаю, в среду, наверное. Она говорит, значит в среду придем, готовь их одевать. Чтобы они типа были уже одеты, и все, мы будем тебе их отбирать. Уже предупредили, что счета закрыли мне на детей, но мне их деньги совершенно не нужны. Я им изначально говорю, заберите их, они мне не нужны. Они думают, что я взяла детей, потому что живу, как говорят соседи, на эти детские. А сколько детских вы получаете? Ну, сначала там 76, и вот как они мне еще сделали приемную семью, там по 6 тысяч, но с них еще плюс подоходный. Сейчас прошла, как ты говоришь, что я детей в сад не вожу. Я обращалась в сад, просто детей не берут в нормальный сад. Да берут их, Оксан, не надо говорить. Специализированный нам надо сад. Слушайте, давайте так, мы сейчас вот как поступим. Для того, чтобы понять соседей окончательно. Вы показали видео, как вы с детьми справляетесь. А теперь Вы сами предоставили А теперь нам давайте, это видео. посмотрим, как вы с ними не справляетесь. Это ваше видео, верно ведь? Вот так он Таня не хочет одеваться. Таня все разбомбила специально. Ну вон, разбирает его специально, полностью весь он коврик. Так у нас Таня кушать не хочет, концерты ставит. Прекращай баловаться. Таня, успокаивайся. Тань, прекращай уже. Это что такое? Ты как себя ведешь? Нельзя так.
Совсем, что ли? Вот. Ведет себя так. Папа домотала. Я хочу голову выдрать. Я не могу голову выдрать. Что, совсем, что ли? Слушайте, ну давайте так. Я не знаю, зачем вы это снимали, но ни вы, ни дети, ни соседи так жить не могут. Я понимаю, поэтому... Нет, не понимаете. Вот совсем не понимаете. Прям вот совсем не понимаете. Вы взяли на себя больше, чем вы можете тащить. Абсолютно очевидно со стороны, что вы не справляетесь. Это не значит, что вы плохая. Это значит, что это такая нагрузка, которая вообще под силу единицам. Я вам больше скажу. Вас никто здесь сейчас не собирается упрекать ни в коем случае. Я хочу вот что понять. Вы сейчас с Сашей поедете на операцию. А две девочки с кем останутся? Ну, вообще, мы планировали, что муж с ним поедет на операцию, потому что очень привязана девочка маленькая ко мне. Муж работает? А как он поедет на операцию? Больничный. Ну, больничный ему там что-то должны дать. Муж что вам говорит? Что он мне говорит? Ну, то, что мы их не сдадим и не собираемся от них отказываться. Давайте мы послушаем все-таки, что нам сказали органы опеки, потом продолжим разговор. В силу действующего законодательства любая приемная семья, замещающая семья стоит на учете, на контроле в органе опеки и попечительства. То же самое касается и этой конкретной семьи. В рамках контроля за семьей, замещающие, мы выезжаем на проверки, и, соответственно, сотрудник опеки, конечно же, там был. Замечаний к семье на тот момент не выявлено. Если мы говорим по поводу каких-либо обращений поступающих, да, была определенная информация, которая сейчас находится на стадии проверки, по результатам которой мы уже будем принимать какие-либо решения. В настоящий момент никаких экстренных мер принимать не целесообразно. С семьей проводится работа, семья оказывается вся возможная помощь, подключены в том числе психологи, педагоги, сотрудники медицинских организаций. Это я уже не говорю про то, что субъекты системы профилактики, естественно, тоже в курсе происходящего, и они также проводят работу с семьей. По итогам рассмотрения и учета всех выявленных обстоятельств дела будет приниматься решение, что делать в дальнейшем, если будет необходимость. Вот вы слышали комментарий сейчас органов опеки. Она врала, эта женщина? Ну, тут она врала в том, что сначала, ну, как они мне помогали, сходи туда, вот так. Но я ей говорила конкретный вопрос. Ребенку нужно, это специальный врач, его надо, ну, операцию ребенку делать. На что она мне сказала? У меня денег нет у опеки. Детский дом ему поможет. Я вам клянусь, она мне вчера так и сказала. Смотрите, вот это самая Татьяна Александровна Лазукина, которая нам говорит, что нет никакой необходимости принимать срочные меры и порядок вещей менять. Тут же вам вдогонку говорит, что как только вы вернетесь, всех детей заберут. Да, мне уже приказали их отдать. Вы вообще видите, в каком вы состоянии? Да. Или не видите? Я вижу, у меня... Когда я начинаю нервничать, у меня упал гемоглобин до 65. Вы сидите, трясетесь, еле стоите на ногах, рыдаете без остановки. Ну, букет целый. Вы правда не понимаете, что дети с вами не выживут, а вы от них умрете? Давайте еще одну соседку позовем, которая посчастливилась прямо через стенку от вас жить. Ой-ой. Ангелина, идите к нам. Добрый день, уважаемая студия. Оксан, вот давай честно, ты вот только любишь младшую девку. Остальных детей ты либо терпишь, либо ты хочешь от них избавиться. Студия, я сейчас объясню, почему я это сказала. Мы с Лилией 18-го... это совсем Это самая маленькая, которая у нее всегда сидит на руках. Так. А 18 декабря мы приходили к Оксане, и как бы ребенок очень громко плакал. Какой Опять же, из? Татьяна.
никакой реакции, ничего не было от Оксаны. Она пошла к Лиле. И получилось так, что мы пересеклись. Я хотела выйти, постучать в дверь, потому что ребенок уже достаточно долгое время плакал. И получилось так, что мы пересеклись. Лиля спускается с Оксаной с 2-го этажа, и я выхожу из двери. И мы вместе заходим в квартиру. И как бы там все вот это происходило, и Оксана сама же сказала, что, говорит, я устала от них. Я говорит, такого не говорила. оставила бы маленькую Вику, потому что Вика, она все время на руках ее носит. Говорит, а этих я бы, вот честно, от них бы избавилась. Ну так и было. Не было так. Было так. Не было. Опять же, понимаешь, Оксан, у меня к тебе вопрос. Вот буквально недавно я выходила, ребенка успокоила чупа-чупсами. 10 секунд времени. 10 секунд. Ребенок успокоился. У тебя он орет полчаса, час. Что происходит? Я вот сказала ей, Оксан, я понимаю, ты с 3 детьми дома целый день, тяжело. Дай мне Танечку сегодня, пусть она с моей Софией поиграет. Я забрала в 6 часов вечера ее. Вы знаете, прекрасный ребенок. Они сели рисовать. Она прекрасно знает цифры, цвета, то есть картина вот по цветам. Она рисовала, она лепила, а мы слайм сделали с детьми. Потом они взяли кукол играть, то есть у меня игрушек много у нее. Иногда можно куклы? Да, конечно, можно. Вот они начали диалог вести, какую-то вечеринку собираться, какие-то платья выбирать. Она потом говорит, а можно я побегаю? Мне дома нельзя бегать. Я говорю, да побегай, пожалуйста, это же ребенок. И знаете, и вот она ни разу не пискнула, она вот хочет внимания. Ей Это почему так нужно происходит, заниматься ею. Вот там как раз не проявлялось заболевание, скорее всего, потому что она была в более тихой атмосфере, не столь громкой и агрессивной, да, спасибо. Вот, не столь громкой и агрессивной. Второй момент, что это не все время будет так. Если вы ее бы оставили у себя на сутки, на 2, будет момент перегрузки, и будут те же вопли и все остальное. Будет тот же срыв. Другой вопрос, что, на мой взгляд, если ответить по-честному, почему так? Потому что Оксана выгорела. На сегодняшний день вам нужно огромное количество помощи, в первую очередь, это спаться. А вы вот прям через стенку же живете. Да, вы даже у меня, можете... получается, кровать прям рядом граничит. Давайте так, вы когда живете прям через стенку, еще не просто вопли слышите, вы еще и слова можете различить, правильно же? Да. Как Взрослые, Сергей, они не отец умеют вообще приемный между этих собой детей, реагирует разговаривать. на все, что происходит? Вообще не умеют между собой разговаривать. Они вот мат-перемат разговаривают. Это очень редкие дни бывают, когда Они с мужем. Да, когда они действительно могут по-человечески сесть, как семейная пара, и поговорить. А в основном они просто вот как собаки гавкают. Давайте, вот раз уж мы Сергея коснулись, очень мне интересно понять, как он выживает в таких экстремальных условиях. Но перед тем, как мы его позовем, давайте посмотрим видео с его участием. А что это было? Мы сейчас увидели ряд странных действий. Это что- Сергей что был? с- Ну вот у ваш муж. Сергея спросите. Спросим, да. Тем более, что он приехал и утверждает, что им жизни нет от соседей, А не от мусор детей. почему в мусорку не убрал? Давайте у него спросим. Сергей, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юлия. Зачем вы соль рассыпали вот на видео? Соль я зачем сыпал? Я скажу, что у меня брат приехал, он по ранению в гости. Я это насыпал, чтобы он не подскользнул. Да Вот это сухой сухой асфальт, асфальт. посмотрите. Ну и что? Ладно, давайте мы к соли не будем придираться. Идея взять детей, сразу 3, из детского дома ваша была? Да, наша общая. Если хотели ребенка, почему вы не взяли одного? Почему вы сразу на 3? Хотелось статус многодетной матери? Хотелось какие-то дополнительные льготы, выплаты и остального? Нет. Нет. Если действительно вы обращались, и у вас выяснилось, что детям требуется специализированная, серьезная медицинская помощь, то вы должны бить в колокола. И тогда и органы опеки вам действительно будут в помощь. Слушайте, еще вопрос скажу, Александр. Угу. Что вы накинулись, женщина, на мою любимку? Я с тобой все равно не буду в этой жизни. Услышь меня, даже если женщины вымрут на этой планете, я с тобой не буду. Отстань ты от нашей семьи, пожалуйста. А ты Это вы считаешь, Что ты что я... домоталась?
Это все ты. Она с мама первых мужа дней. предлагала Почему ты интимные такой бред отношения несешь? еще до этого. До Какой детей бред? А это вы Вот сейчас такой. кому из двух женщин? Очень Да, можно понять, кому вы сказали это из двух женщин. Там Это две. Лилия сказал. Лиля? Да. Она с первых дней положила глаз, когда мы заехали в квартиру. Это серьезно? Это честно, да, Юлия. Ночами звонила, Кому? мне звонила. Так, а она Олег. вам звонила ночью, что говорила? Ночью звонила. Машину То не не так так. машину поставил, то мусор не так пошел выбрасывать. Да, это серьезно. Это было Это все, сюда да. А вы считаете, То есть, что как бы, таким образом она То к есть вам она дома приставала? специально-то все, да, когда у нее муж уезжал, там, Она ему командировки. предлагала. Что конкретно она вам предлагала? Я даже не знаю, как это назвать. Но постоянно названивал. То есть она вам звонит и чувство говорит, ты вины. машину не так поставила, еще что? Потом не так мусор пошел выкидывать. Так, это тоже То же значит... самое, убери этот мусор. Было так? Было. Ну, Лилия. мусор вы правда странно выкидываете. Да, то есть когда она вам звонит, про мусор говорит, про то, что вы не так поставили машину, вы это восприняли как то, что она вас хочет, да? Да. Я скажу так, честно. Слушайте, давайте к детям вернемся. Как по-вашему, только честно, вы как родители справляетесь с детьми? Да, я обязательно справляюсь с ними. У меня такое ощущение, что Оксана это делает ради вас. Вы берете 3 детей, сразу 3. Неужели вы себе вопрос не задаете вообще, а как мы будем этих 3 детей растить? Это первый вопрос. Вы видите, в каком состоянии у вас супруга сейчас находится. У нее ноги дрожат, она не в состоянии, она устала. Устала — это мягко сказано. Вы опять ничего не предпринимаете как мужчина. Вы не можете, вы не вправе, вы не имеете права играть жизнью 3 детей. У нас тут программа разделилась на 2 части. Первая — это конфликт соседей, что само по себе интересно. Второе — это судьба детей, что страшно. И если мы можем как-то повлиять на судьбу детей, я абсолютно убежден, что так и будет после этой программы, то вот на то, какие соседи вам достались, повлиять не можем. Тем более, что мы долго-долго искали одну героиню, которая раньше владела квартирой в вашем доме. Так вот, мы не нашли эту героиню, но дочь ее нашли. Она к нам приехала и хочет что-то рассказать. Мария, идите к нам. В этом доме всегда были сплетни. И я очень рада, что моя семья вовремя оттуда уехала. Хочу просто... Расскажите. А вы были соседкой с Лилией, да? Да, мы купили там квартиру, соответственно. Мама приобрела квартиру, сделали ремонт. Я там должна была начать свою взрослую жизнь, потому что когда квартира приобреталась, я была еще несовершеннолетняя. То есть это для вас купили родители квартиру? Да, покупали для меня, сделали ремонт. И не прошло, так скажем, и года, как пришлось покинуть данную квартиру, потому что просто не смогли ужиться и, так скажем, начать свою взрослую жизнь. А с кем вы не смогли ужиться? С соседями. С какими? Вот с этими? К сожалению, да. Были постоянные сплетни, постоянные какие-то косые взгляды. И мы поняли, что наше моральное состояние намного дороже, чем выяснение отношений каждый день. И что вы сделали с квартирой? Мы ее продали. Лиль, а вы помните эту соседку? Да. Я расскажу вам эту историю. У нас частный дом, да? Закрытая территория. Там дети гуляют, играются. Иногда бассейн выставляем детям. И тут стали какие-то машины припарковываться, люди ходить. Но до этого мне старший сын говорит: мам, не понимаю, говорит, какие-то кушетки носят. И мы решили с соседкой зайти с 3-й квартиры, с Асей. Зайти к ним и спросить, чем они занимаются. Она говорит: у нас, говорит, салон красоты. Держись. Я говорю: какой салон красоты у вас в частном доме здесь? И после этого, когда у нас соседи вышли с ними поговорить, мы сказали, что вы не имеете права здесь открывать такое, Не имеют. потому что это частная территория. Да. Вот в этой ситуации абсолютно точно права Лиля. Совершенно невозможно себе представить, что вы переедете в какую-нибудь любую другую квартиру. Квартиру в Туле, или дом, в это будет области и то же так далее. самое. Что не повторится то же самое. Вы поймите, соседи здесь сейчас выступили как индикатор здоровья в вашей семье. Семья ваша крайне нездорова, хотя бы потому, что вы взяли на себя ответственность, с которой справиться не можете. А если мне помогут? А кто Я- вам Ну должен вот, помочь? я же
хочу с ними обратиться в больницу. Если у них будет лечение, я уеду тогда к себе. У нас очень большой дом, буду жить в Киреевске. Просто хотела поближе с мужем быть. Но уеду в Киреевск, у меня там все родственники. А вас лечить кто будет? Вы еле на ногах стоите. Ну, потому что мне упал немножко гемоглобин. Немножко. Нет. Поэтому. Нет, не поэтому. Ей самая помощь нужна. Но это не значит, что мне надо отбирать детей. Я думаю, что у нас интересная сложилась ситуация. У нас 3 ребенка, каждый по-своему нездоров, и их мама, которая находится тоже в достаточно сложном состоянии. Если мы сейчас их изымем, ну не мы, а соответствующие надзорные органы, изымут и передадут их обратно в детский дом, качество здоровья этих детей, прогрессирование их основного диагноза, я думаю, коллеги поддержат, в целом их перспективы станут гораздо туманнее и печальнее, чем они есть сейчас. Никто не будет в них вкладываться в государственном учреждении, потому что государственное учреждение берет на себя другие функции. Сохранить, прокормить, вырастить. Это получится. О качестве ментального здоровья, о коррекции мы вообще здесь не говорим. Потому что старший ребенок – это воспитатель, отдельная няня, смена препаратов, дообследование, коррекционная педагогика. Второй ребенок – это отдельная история, это операция, послеоперационная терапия, реабилитация. Третий ребенок – это ребенок перспективный, которого сначала нужно дообследовать, затем восполнить все те сложности, которые явно имеют место, и дальше уже пытаться растить в иной парадигме, более здоровой ментальности, если это будет возможно. Но в детском доме этого никто делать не будет. Поэтому я говорю, согласитесь, что вот здесь можно отринуть букву закона ради духа. У нас принято детей не разделять, малолетних. Но в данном случае совершенно очевидно, что Так, каждый мне кажется, из этих им на пользу, детей если их разделить. требует такого усилия, что их необходимо разделить. А если их разделят по разным семьям, им нужна одинаковая аботерапия всем. Проще справиться с одним ребенком, Проще допустим. сейчас пойти путем маме учиться на аботерапевта для родителей и вот с этого начать. Вы Потому честно верите, что вот эта конкретная мама Да. с этим справится? Если ей прокапать эритроциты, то она может справиться. Я считаю, что нужно Оксане максимально помочь. Я считаю, что нам всем нужно задействовать те ресурсы, которые есть у каждого из нас. Федеральные возможности федерального телеканала, профессиональные какие-то опции. Этим детям не будет лучше в детском доме. Это точно, вот точно не будет лучше. И Оксана, мне кажется, она справится. Любой человек, который заинтересовался судьбой этих 3 маленьких детей, пожалуйста, звоните нам в редакцию. Спасибо. Я хочу все-таки вам сказать, что все вместе в этой ситуации мы сможем найти какое-то правильное решение. Давай, щите в голову. Щите в голову. У него в руках пистолет, Да. и он кричит: «Я тебя убью». Да. Они вас провоцируют. Да, с первого дня. Ты весь такой вообще невинный. А они другие, ну, куркули такие. Курит постоянно под моими окнами. А вам дым идет. Дым попадает весь ко мне. Вот он кинул бычок горящий. Харкнул в меня и убежал к себе в квартиру. Вот установлен у них видеоглазок. Это слежка просто за людьми. За всеми следит, за всеми, не только за мной. Шпион! А то, что он мне кидает бычки на машину, проходит мимо моего автомобиля, это не смешно. Потому что жить с данными маргиналами – это просто невозможно. Пытаются нас унизить, провоцировать. Харкали, плевали. Там На машину? Да. А когда вас лопатой-то ударили? Он с разбега, он со скоростью бежал. Давайте-ка мы другое поколение семьи Сердитовых позовем в эту Так студию. это тот сын, который лопатой ударил? Который лопатой ударил.